Сегодня мы получили результаты опросов ЦИОМа, в котором они представили новые и очень интересные цифры. Значит, как выяснилось, сегодня 56% россиян согласны с тем, что нужно захоронить коммунистического вождя и, так сказать, предать его тело, наконец, земле. Это очень важная цифра. Важно в ней то, что это на 10% больше, чем было в предыдущих опросах. Это говорит о том, что все-таки общественная мысль на стране развивается, и люди все больше и больше задумываются над тем, что происходит, куда мы двигаемся и так далее. Вы знаете, многие и часто говорят, в конце концов, есть заботы поважнее, чем возиться с тем, что уже ушло в прошлое. Я не соглашусь с этим. Если бы символы не имели значения, зачем бы их держали? Зачем бы так бы боролись за то, чтобы эти символы не сдвигались? Понимаете, можно говорить, что это не имеет значения, но мы знаем, что именно остатки прошлого тромбом стоят у нас на нашем пути. На Красной площади у нас одновременно парады, каток, некрополь, место для проведения митингов и развлечений. Кроме тех цифр, которые очень интересны сегодня для обсуждения, есть еще один повод для встречи. Противники идеи захоронить Ленина часто используют еще один аргумент. Это стоит денег, и точно так же, как, кстати, и с переменой названий улиц, когда речь идет о том, что пора заменить, например, в Петербурге многочисленные советские на исконные, исторически присвоенные этим улицам названия рождественские, говорят о том, что уйдет много денег, чтобы поменять таблички на улицах. Точно так же говорят и об этом. И сегодня вот у нас вместе, рядом со мной сидит руководитель клуба православных меценатов. Они выступили с идеей профинансировать захоронение Ленина. Я не думаю, что для этого нужны какие-то колоссальные средства, которые сотрясут наш государственный бюджет, но тем более важно, что такая инициатива есть, и она носит, на мой взгляд, не коммерческий, а общественно значимый характер. В качестве отступления вчера я созванивался с моей матушкой, ей 71 год, и она так дословно сказала такую фразу, сакраментальную, я бы сказал: да, Андрюша, пока он там лежит, хорошего в России не ждать. Я хочу лишь сказать одно, что о нем, об этом гении, там, вожде, как угодно можно назвать, огромное количество разной информации очень. И когда мы немножко готовились и думали об этом, мы, конечно, ее увидели. Я лично видел указ, подписанный им, о том, что вот буквально на одной странице 25 тысяч священнослужителей было уничтожено одним этим указом. Я много читал об этом, я слышал свидетельства людей, которые были на баржах, которыми в Белое море вывозили священнослужители, по 5 тысяч человек, открывали кенстоны и уходили матросы. То есть всякое было. Верить этому нет. За нашу историю, ну, по крайней мере, за мою историю, мне 47 лет, история несколько раз переписывалась и менялась. Если раньше я учился по учебникам, где Великой Отечественной войны было сказано достойно, потрясающе много, и мы на этих рассказах учились, то сейчас в современных учебниках истории средней школы они сказано в 2 раза меньше, чем исповедь наркоманки, о том, как она завязалась с этим, ее мнение по этому поводу. То есть, вы понимаете, мы много раз уже историю переписывать. Верить о том, что было тогда, ну, это то же самое, что, ну, фактически облизать палец, вытащить и ждать, куда ветер подует. Поэтому самое главное здесь, в этом процессе, вот что. То, что мы, вот когда внимательно смотрели на эту ситуацию, мы увидели чистейшей воды подмену понятий. В чем подмена понятий? Есть понятие захоронения, перезахоронения, есть понятие предать земле. В России 80% людей ассоциируют и идентифицируют себя с православием. У нас четко есть определение, батюшка, отец Владимир может меня поправить, если я не точно что-то скажу, но по крайней мере у нас обряд, и, кстати, этот же обряд есть у мусульман, этот обряд есть и у иудеев, практически у всех религий есть обряд предания к земле, предание земле тела. Вот что такое предать земле по нашему обряду? Он начинается с момента, когда человека идет чин отпевания его,
И отец, настоятель или батюшка, который проводит этот чин, крестообразно сыплет землю на его грудь. Потом на кладбище близкие кидают щепотки земли первыми, тем самым подтвердив, что тело предано земле. Что написано по этому поводу в интернете и не только в нем? Что якобы он предан земле. И это то же самое, что над умершим человеком выкопать яму 2-метрового глубины и оставить его на ней лежащий. И мы говорим, что он предан земле. Он не предан на самом деле земле. Мы не будем говорить, как христиане, как верующие люди, где пребывает его сейчас душа. Это все только Господу известно одному, и никто об этом не вправе ничего сказать. Но на площади находится тело, которое не предано земле много лет. Мы тем самым становимся кем? Мы вспомнили какие-то обряды из рабовладельческого строя Египта. Или кто мы? Мы современные люди. Современные люди, мы должны по-современному относиться к этому всему. Поэтому непредание тела земле, которое находится на площади центральной, в сердце России, причем о котором такое количество абсолютно разное, на 180% отличающейся информации, лишь говорит о том, что мы какую-то ставим точку в своей идентификации, непонятную абсолютно. Мы русские, мы огромная, мощная нация. Мы должны что-то делать для того, чтобы показать миру, что мы абсолютно нормальная, современная нация, которая идет только вперед и идет в развитие. Мы предложили очень просто. И мы не говорим о том, что это прямо надо сейчас взять, хватать что-то делать, писать в Думу, давайте закон принимать. Давайте обсудим это. Мы предложили обсудить это на нашем сайте. Если вдруг мы набираем более какого-то количества процентов или подавляющее большинство тех, кто хочет это сделать, и говорит о том, что давайте его захороним и передадим земле, мы пишем письмо, соответственно, президенту с просьбой выпустить, соответственно, указ и соответственно, законопроект в Думе. Вот какие технологии мы увидели в этом процессе. Мы готовы полностью это финансировать. Я думаю, от этого выиграет не просто государство российского, это давно надо поставить точку над этим мероприятием, которое происходит сейчас на Красной площади. Я думаю, мы будем очень рады, если общее количество мнений наших граждан будет в большинстве своем сделать эту точку и поставить точку над какой-то ступенью истории и идти дальше, а не ждать чего-то еще нового, каких-то новых потрясений.